Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. У кого какое время, у кого какая страна. И с вами я снова Вивьена. Здравствуйте, мои дорогие, мои замечательные девочки и мальчики, мужчины и женщины. На этом канале мы всегда смотрим о своих партнерах, о любимых, о бывших. Но они еще остаются в наших умах, в наших мыслях, в наших сердцах. Но у кого бывшее, я всегда говорю, оставляйте прошлое, оно в прошлом. Идите в настоящее. И на другом канале как раз будет видео, которое будет говорить о том, что в вашем настоящем будет в ближайшее будущее и новый путь за все мучения и страдания, которые вы перенесли за это время. А страдания придумываем мы сами, своими мыслями. И когда мы начинаем страдать, то сущности, лярвы, это все к сущностям относится, и другие есть сущности, они внедряются в нас, и у нас начинаются болезни. Также работают и порчи, и джаду, и нусхи, и проклятия. Вот так. Поэтому пфи на все и радуйтесь жизни, радуйтесь. Кому надо лично, пожалуйста, рождественские у нас уже закончились записи акции, а обычные можно, пожалуйста, заказывать предсказания, на двоих, на самих себя, регрессию, можно чистку. Вивьена специалиста, я вам показывала свои сертификаты, которые я действительно получала, я училась. А также я училась в университетах, и у меня высшее образование. И я очень люблю читать, и вам говорю, читать надо. А вот мы сейчас вот этой вот палочкой мы очистим пространство и будем смотреть на нашего любимого человека. На того, кого вы загадаете, любимый, о ком вы помните. Это очень глубокий расклад, и мы посмотрим, что происходит в его жизни. Прямо сейчас откроем его черепушку. Вот даже не душу, а вскроем резекцию черепушки. Что там у него происходит, и все узнаем. По потоку я внедряюсь в поток. И если вот у вас начало сходится, похоже, значит, продолжайте и смотрите. Я смотрю всегда один расклад, потому что, когда это по вариантам, это называется «притянуть кота за хвост». Ошибок 96%. И только 4 вы не ошибетесь. Потому что, когда мы нервничаем, когда мы начинаем вот так трястись, выбор почти всегда неправильный. А людей, которые знающие и видящие, на планете пока всего где-то 13%. Но они же не все смотрят такие видео. Ну и давайте смотреть. Успокоились, отставили чашечки, глаза открыты. Представляете своего любимого возлюбленного. Человека, которого задумали. Мужчины задумав тоже, только интерпретируйте под себя. И смотрим, что у него энергетически сейчас. Сейчас он хотел бы, чтобы наступил праздник. И вообще бы он хотел, чтобы, вот знаете, он сейчас такое состояние, как будто, вот вроде бы как какой-то праздник, как будто успокоился. Может быть, он немножко употребил чего-то крепкого или не очень крепкого, или еще чего-то. Ему хотелось, чтобы так продолжалось. Ему очень хотелось, чтобы так продолжалось. Заходите в мой телеграм, потому что мы там общаемся. Если не можете по ссылке зайти, заходите по номеру телефона и пишите там. Дайте, пожалуйста, ссылку в телеграм на группу. Там я даю очень много практик, и практики на каждый день, которые можно выполнять, и это поможет в вашей жизни. Кто верит, кто делает все с радостью, у того обязательно все получается. И вас Творец и Вселенная слышат. Вот у него такое желание, чтобы это продолжалось вечно. Вот знаете, как будто вот он сейчас, как будто он открыл какую-то вот клетку. На самом деле такое, знаете, такое ощущение, что это эйфория. Вот ему так кажется. Потому что на самом деле на нем лежит огромный крест. Проблем, еще чего-то. Страха. Знаете, у него страх огня. Он очень боится какого-то огня. Какой-то жары, ну такой вот день без выстрела на земле. Да, знаете, вот у него такое сейчас ощущение, что он хотел бы
хотел бы победить всех. Победить бы всех людей, которые около него, какими-то знаниями, тайнами. Он как будто думает, ну кто-нибудь сказал бы мне такое волшебное слово, и чтоб все по дуновению моего этого слова, все бы все свершалось и получалось. Вот у него сейчас такое состояние. Может, он действительно в какой-то компании, может быть, он чуть-чуть улетел, потому что он чего-то употребил, выпил. Или еще вот тоже так же сделал вот так, как мы. И ему хорошо. Или просто в таком состоянии перед сном. Ну вот такое у него, какая-то... Вот это именно не на самом деле, это вот в таком состоянии он находится. Он хотел бы, чтобы так было. Ну а теперь будем смотреть. Теперь начнем смотреть, что происходит в его жизни прямо сейчас. Час. Вот еще раз показываю контактные данные. Можно их вот так поставить, чтобы вы видели. Они есть также в описании под видео, в сведениях о канале. Не забывайте, сначала нужно поставить плюс, потом все цифры. И писать, пожалуйста, буквами Viber, WhatsApp, Telegram. Вот так, чтобы не мешалось. Ну, давайте, что прямо сейчас? Сейчас он собирается куда-то идти или думает о каких-то походах или поездках. Что у него сейчас? Вот прямо сейчас, вот понимаете, у него такое... Он хочет взорваться, полететь, как огромный орел свободный. А у него разбитое сердце, сердце плачет, и сердце все в крови. Знаете, такая тоска какая-то, грусть, тоска его съедает, да. Грусть, тоска его съедает, потому что он считает, что нету никакого правосудия в этой жизни и на земле. Что это правосудие куда-то мимо проходит, и что вообще смысл в чем? А смысл в чем? И он так думает, да, наверное, ни в чем. Потому что от этих страданий, прямо он говорит, с самого малолетства, все чего-то, какие-то препятствия, все надо чего-то разбивать мечом, добиваться, идти по каким-то путям. Зачем? Вот у него это сейчас происходит, у него какая-то ломка происходит. У него ломка происходит и в том, а для чего нужна любовь, для чего нужна семья, вот что происходит. У него действительно ломка и какая-то перетрансформация. И у него происходит то, что он понимает, что если любить, так уж любить. А уж страдать, так страдать. Любить, так любить, страдать, так страдать. И у него действительно о чем-то очень сильно плачет сердце. Также на данный момент у него большие проблемы какие-то по поводу финансов, потому что нужно или он отдал какие-то долги, или ему надо что-то отдать, а у него как будто вот такое идет, что у него не хватает. За что-то не хватает расплачиваться. Да, вот я вам сказала, что человек хочет куда-то пойти или поехать, да. Он хочет просто все изменить и вообще куда-то поскакать на своих лошадях, чтобы никто не мешался и быть свободным. Свободным от чего? А свободным от каких-то обязательств, которые ему какие-то папы римские и все прочие, которые выше его, ему предписывают, что ему надо жить именно так. На работе говорят, что надо так. Мама говорит, надо так, папа говорит, надо так. Как я говорю, папа римский, какой-нибудь генералиссимо говорит так, а он говорит, а мне все пофиг. Вы мне так все уже обрыдли. Я просто хочу просто поскакать и быть свободным. Потому что он не понимает, а для чего тогда жить, смысл-то? И, знаете, он задумывается о каком-то вечном. Вот сейчас у него такое. Он задумывается о чем-то вечном. А если жить, тогда нужна цель. А зачем страдать за кого-то, когда нужно просто идти вперед, полететь к звездам? Он так думает, может, с Илоном Маском на Марс. Тоже вариант. Запомните, на всех планетах есть жизнь, только нам об этом скрывают. И она в разных конфигурациях. Что у него сейчас происходит? Да, но почему-то у него идет, что его заставляют брать меч в руки и добиваться справедливости или добиваться чего-то через этот меч в руках. А он говорит, а я не хочу.
Я не хочу так. Я с детства все время что-то пробиваю. Меня все время заставляют. Почему я должен, как ангел, лететь и чего-то, путь свой разравнивать через огонь и через меч? И сейчас у него действительно проблемы, потому что он рассчитывал на какие-то деньги, а оказалось, что вместо того, что ему дали, ему поддали. То есть то, что он рассчитывал, он не получает и не получит. Они как будто утонули, и все тиной покрылось. Что у него сейчас происходит? Сейчас мы на других еще картах посмотрим. Но у него на сердце есть. На сердце то, что вы есть, или какая-то другая женщина. Сейчас посмотрим, вы это или не вы. Ну, все-таки это больше вы. Потому что вышел рыцарь чаш. Королева чаш и рыцарь чаш. Но он, знаете, то ли боится как бы признаться в истинности, то ли не знает, как это делать, потому что он всего лишь рыцарь, еще подросток по жизненному пути. Что бы он хотел и что у него сейчас происходит? Мы открываем его вот эту черепушку, вот эту вот. У него есть чувство, да. И знаете, ой, тихо, камера. И он мечтает, вы знаете, в мечтах, в грезах, вот перед сном или в каких-то грезах, в которых я сказала, что он может находиться, он думает о вас. И вот этот вот павлиний хвост – это мечты, которые он бы хотел, чтобы сбывались на облаках. Иллюзии. Но он в этих иллюзиях, и ему хорошо. И ему хорошо. Почему ему так хорошо? Вот, понимаете, он в иллюзиях, он сам себя обманывает, но ему уже хорошо. Это бывает при эйфории, это бывает под рюмочку, под фуфу какой-нибудь. А бывает просто человек вот так вот выходит в какой-то астрал, ему так хорошо. Во сне так бывает, когда летаешь, и так хорошо, не надо просыпаться в этот истинный мир. Почему ему так хорошо? А потому что в этот момент он действительно... Карта суд. Это когда есть надежда на то, что можно начать вот как бы сначала. И что боги будут за вас, и ангелы. Это вот у него что, да. И он понимает, что этот путь ему нужно осветить самому. Не нужно рассчитывать ни на кого. И ему вообще не хочется подчиняться кому-то и делать то, чего он не хочет. Да, он уже не верит пустым словам и обещаниям. И вот это у него происходит на данный момент. Да, он, может быть, где-то отчаялся. И пока не замечает, что еще есть вот эти кубки, полные до дна, он их не видит. Он просто видит это все опрокинутое и вывернутую наизнанку душу. И тело заодно. Да, вот опять идет. У него действительно сейчас идет какое-то переосмысление. А что он вообще думает, например, по поводу того, что вот у него в его ситуации сейчас происходит, что его как бы по рукам, по ногам связали. И знаете, что он думает? Вы меня связываете по рукам, ногам, вы заставляете меня делать то, чего я не хочу. Вы заставляете меня шагать по той дороге, которой не хочу, а на этой дороге, которой я не хочу, там стоит смерть. И он так и говорит, а я не хочу, почему я должен тебе? Папик какой-то высший подчиняться. Вот видите, какое... У него сейчас очень даже такое идет. А что он думает о вас в этой ситуации? А вы даете ему вот эту мягкую силу любви. Что бы там ни было, чего бы ни было, где бы вам ни были, некоторые на расстоянии находятся. Вот эта капля памяти любви или чего-то согревает его и мысли, и душу, и сердце заодно. Почему? Потому что он верит, что ради вас, ради этой любви какой-то, он повернет колесо, он возьмет штурвал в свои руки и порулит свой корабль, свой самолет именно туда, куда ему лично надо, а не туда, куда его пытаются рулить. Да, и он хотел бы, чтобы была семья, и мама, и папа, ну все. То есть он хотел бы, чтобы было какое-то спокойствие, гармония, и, может быть, даже, можно сказать, мир, чтобы в печке были пирожки, и было тепло и уютно.
Что у него еще так происходит? Очень пересмысленность. Да, он бы хотел бы, чтобы он работал и делал то, из чего получаются деньги, чтобы он делал свое дело, которое дает монеты и ему, и на благо его жизни и семье. А находится он сейчас вот в таком состоянии, им рулят. Он как на качелях, тудым-сюдым. Он как на этом канате, который с одной стороны через реку на другую. То ли упадешь, то ли пройдешь. Он в этом шатком состоянии находится. А почему? Потому что это уже идет какое-то время, и ангелы вообще-то его сохраняют, и он надеется на то, что силы Творца, силы света и ангелы помогут ему в этом. Что у него сейчас происходит? Да, опять вышло разбитое сердце в другой колоде. Он действительно страдает, он страдает очень сильно. У кого-то могут быть какие-то повреждения телесные у человека. Ранения, повреждения и опять семерка, иллюзии. Знаете, у него больше мечты, чем действия. И на данный момент у него неправильный путь. Вместо того, чтобы действовать, он просто мечтает, а надо действовать. Как надо действовать ему? А надо действовать, слезть с этого дерева, на котором он подвешен. Слезть с этого дерева, на котором подвешен, и начать свой путь. И пойти вперед. Ни на кого не смотреть. Плюнуть на то, что вот видите, как тайно все это делать. Быстро и тайно. Не раздумывая, но быстро и тайно. И тогда мечты сбудутся. И тогда, да, он приобретет какую-то силу света любви. Сейчас у человека очень ожесточенное сердце. Очень. Очень ожесточенное сердце. Но ему хочется как-то из этих ситуаций выйти победителем. И как великий полководец на коне прийти с победой к своей Сузанне. И он верит, что боги ему дадут это. Очень тяжелое состояние, ситуация очень сложная у человека. Она связана и с деньгами, и он не хочет подчиняться тем правилам и приказам, которые сейчас на него взвалили. Он хочет жить свободно, делать то, что ему нравится, чтобы это помогло его семье и ему. Ну, это, видите, мы башку-то открыли. А что он хочет сказать? Давайте, а что он хочет сказать именно вам сейчас? А именно вам он хочет сказать: я как дурачок иду, но ведь дурачкам всегда везет. И я по этой дороге обязательно приду к цели, к которой я иду. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть, желтые дожди. Жди. Вот он очень хочет вам сказать, что он идет, и почему-то он говорит мне: жди меня. Почему-то такое идет, что у вас, даже если кто-то расстался, или даже вместе, отношения не закончены, отношения идут. Просто человек проходит такую трансформацию жизни, которую достаточно сложно пройти. Потому что идут новые вибрации, и уже в марте нам просто уже скажут прям: не выбрал, давай, мотай. Да, потому что вы для него, извиняюсь, вы для него сила. Сила, в которой он сейчас нуждается. Сила, которая его поддержит. А уж как вам поступать, это поступайте вы, видите, дается сигнал, я всегда говорю, значит правильно. Потому что я говорю по потоку, не просто карта. Карта это для вас. У меня идет поток, и тогда вот эти символы, они открываются. Открываются так, как вот я вступаю вот в этот поток. Можно назвать это хроники Акаши, так и есть, то есть это поток. И оттуда идет информация. А что вас ждет вот в этой ситуации? А вас ждет, что вы должны многое взять в свои руки, потому что королева монет – это женщина, которая держит семью, которая знает, как управлять этой семьей, как управлять всеми амбарами, всеми хозяйствами в этом доме. Это сильная женщина. Это не просто бабочка летящая. Это женщина, которая держит семью.
держит и бизнес, и дело, и семью. Вот такой был расклад. Еще раз говорю, заходите в Телеграм. На другом канале ведунья Вивиена выйдет видео «Какой ваш новый путь?». И пишите в комментариях «Принимаю, приобретаю». Иду вперед, иду вперед. Я воин света. Можете писать свое имя, потому что сейчас уже везде все юзеры. Изменяйте, пожалуйста, на своих каналах, чтобы вы были не юзерами пустотой, а имена. Поставьте там псевдонимы. Пока-пока. С вами была Вивиена. До новых встреч.